Нам может кто-нибудь ответить? Давай-ка еще раз. Посмотрите, как это выглядит, друзья. Капец. Объект законсервирован, проход запрещен, травмоопасным. В глубине Калужской области, среди заброшенного парка и разрушенных стен, скрывается заброшенная усадьба Дубровка. Место, где время будто остановилось. В начале 20 века ее владельцем стал сын Льва Толстого, Илья Толстой. А сам Лев Николаевич не раз приезжал сюда. С усадьбой связана и красивая легенда. Говорят, что здесь бывал Александр Сергеевич Пушкин. А впечатления от поездки могли вдохновить его на название знаменитой повести «Дубровский». Исторических доказательств этому нет, но легенда живет до сих пор. Но больше всего Дубровку прославили не исторические факты, а мистические рассказы. Местные жители уверяют, что с наступлением сумерек возле старого дома иногда проявляется призрачная женщина в светлом платье. Одни говорят, что это бывшая хозяйка усадьбы, другие считают ее духом несчастной девушки, так и не покинувшей это место. Правда это или лишь игра воображения, никто не знает. Но одно можно сказать точно. Дубровка до сих пор хранит свои тайны. Но это далеко не все, что произошло в ту ночь. Во время съемок мы столкнулись с двумя странными событиями, которым до сих пор не можем найти объяснение. Возле портрета Ленина к концу съемок на полу неожиданно появилась 5-рублевая монета. Но в начале съемок ее там не было. Также, когда съемки уже подходили к концу, мы обнаружили открытую дверь, которую сами же плотно закрывали. Конечно, всему можно попытаться найти рациональное объяснение. Возможно, в усадьбе находился кто-то еще, кроме нас. Но возникает другой вопрос. Как этот человек смог передвигаться по абсолютно темному зданию без единого источника света и при этом оставаться незамеченным? Ответов у нас до сих пор нет. Что произошло на самом деле, решать вам. Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, ведь именно эти моменты попали на камеру. Всем привет, друзья! С вами канал Топи, и мы наконец-таки выбрались на новую локацию. У нас был очень долгий перерыв, но на это были причины. Мы продолжаем снимать ролики. У нас материала накопилось уже где-то на 6 роликов, но это, возможно, 6 или 7. Но в какой последовательности они будут выходить, мы пока не знаем. Но обязательно я начну монтировать и выкладывать новые видосы. Вы все знаете, друзья, что сейчас монетизация у российских видеоблогеров полностью отключена. AdSense, который выплачивал блогерам какие-то денежки, полностью ушел из России. Кто-то думает, что мы зарабатываем миллионы на наших роликах, но это не так. У нас нет рекламодателей. А то, что мы зарабатывали с рекламы Ютуба, непосредственно, которая была, теперь ее нет вообще, мы зарабатывали сущие копейки, друзья. Нам хватало только на новые съемки, добавить на оборудование и на бензин и все остальное, то есть чтобы отснять новый видеоролик, потому что это все затратно, что-то ломается, что-то докупается. Любая финансовая помощь нам очень поможет, чтобы мы дальше продолжали снимать для вас новый контент, и мы будем стараться не пропадать, друзья. Что касается ваших донатов, под этим роликом в описании и в закрепленном комментарии будет ссылка на донат, а также будет прикреплена карта. Это два способа, с помощью которых вы можете задонатить. Итак, друзья, мы приехали наконец-таки с Димой, собрались и приехали вдвоем в одну интересную усадьбу. По информации, она уже
заколочено, и туда пролезть нельзя. Но мы уже посмотрели, можно пролезть. Вот здесь несколько построек. Вот первая, вот там, вот главная усадьба, вот здесь. И самое интересное, что в этой усадьбе первые 10 лет купил, по-моему, или построил и жил сын Толстого, великого писателя. И это место часто посещал Пушкин, гостил здесь. Очень интересно. Вот, мы уже отвыкли от съемок, друзья. Сейчас, если что, уже ноябрь 24 года, начало ноября. Снега пока нет. Какой-то небольшая, какие-то капли, вы видите, да? Ну, в общем, уже прохладненько. Вот. Материала мы накопили очень много. Посмотрите, как это выглядит, друзья. Капец. Блин, объектив, наверное, протереть. Материала мы накопили довольно много. И каким этот ролик выйдет по счету, мы пока не знаем. Но мы стараемся, друзья. Простите, что пропали. Были на то причины. Вот. Выглядит это все жутко. Уже отвыкли, да, Димон? Да. Но все же эти места нас манят. Как бы там ни было. Вот. Вот он вход. Давай подожди, дозарядишь. Давай. Тихо, Димон. Господи, убился. Почти. Так. Итак, друзья, мы внутри. Я, наверное, отключу Night Vision пока, чтобы вы видели, что здесь вообще. Здесь проводили реставрацию. Но уже лет 10 как. И это все забросили. Вот такая красота. Вот наш вход. Чё? Будем предельно осторожны, чтобы ничего не поломать. На входе нас встречает Ленин. Димон закрыл дверку на всякий случай. Ну ладно. Так. Ух ты, ребята. Вот это да. Жутко. Тут пусто. Я думаю, что мы потом оставим тут камеру в коридоре.
ты, интересненько. Ух ты, смотрите, какая арка, ребят. Кто-то пробивал стену. Возможно, искали клад. Бабочка. Кто тут еще жил? Давай, может, найдем. Лагерь? Найдем, конечно, сидим. Так, что у нас тут? Здесь, ну, типа столовая была, да? Ё-моё, споткнулся, ребят. Сегодня еще вот эта морось какая-то. Капают капли, создавая при этом такие необычные шумы. Вот здесь остался такой рисунок. О, порожки наверх. Такая труба торчит прям. То, что осталось от двери. Ну, тут пусто. Прохода слева нету. Окно. А, вот мы вышли. Окна заколочены черными досками. Ух ты, ё. А тут что? Леса какие-то. Стену либо хотели делать. Так. Да, коридорчик, конечно, смотрите, прям как раньше делали потолки полукругом. Да. Вот раньше, да, жили люди в таких домах. Просто офигеть. Тут пол не вызывает доверия, а здесь отсутствуют порожки. Ну, мы поднимемся по другой лестнице, не будем рисковать. Да. Как-то не вызывает доверия особо. Ладно. Тут, в общем, все пусто. А это что? Пыточная какая-то, блин. Трубы остались. Удивительно, что их не спилили. Парта вон старая. А, да, парта, смотрите.
Блин, капли так капают. Потолки вообще 1,3 метра, наверное. А что там за дверь, Димон? Она заколочена. А, Наверное, выход на улицу. мгм. Так, ладненько. Пойдем дальше. А здесь что? Металл. Так. Да. Что за звук? Как будто сигнал какой-то. Пип. Глюки либо. Это капли так. Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь. Гроб, группа гражданской обороны. Ну, кто-то изрисовал граффити. Это же... Ну-ка, Димон, дай-ка мне. Это же текст из песни, да? Угу. Все было это. Все было памятно. Да. Ух ты. Тут еще выше есть, да? Куда пойдем? Туда или туда? Сначала второй этаж посмотрим. Давай. Так, ну здесь пусто. Единственное, что тут есть, это бабочки. Дырка в полу. Вы знаете, да? Что я теперь внимательнее смотрю под ноги. Ух ты. Вот эта красота осталась, ребята. Ну как красота? Ой, пол, конечно. Пол вообще не вызывает доверия. Пол не вызывает доверия. Вообще, по идее, эту усадьбу хотят реконструировать. А мы там дальше по коридору пройдем куда-то или нет? Давайте тут посмотрим, что здесь. Печь. Дыра в полу. Ё-моё, Димон. Вот сюда, конечно, провалиться не хотелось бы. Круглое окошко. Там вообще насквозь. Да. 3 метра, 4 вниз. До Жесть. первого этажа. Так, туда не пойдем. Что здесь? Лестница вниз. Как раз там, на котором мы и пошли. Угу. Идем?
Сейчас сразу второй полностью этаж. А, ну пойдем, пойдем. Так, ну, все пусто. Ух ты. А здесь вот уже поинтереснее. Колонны такие остались. Тут какая-то... Нифига себе, это мухи, ребят. Погибшие мухи. В лапах пауков. Вот еще, пожалуйста, дыра. Но я руку сломал, ударившись об дверь. Уханова Катюша самая лучшая. Понятно? 15 июня 2024 года. Дети какие-то лазили тут, походу. Здесь такие в виде облаков. Чуть потускнее сделаю свет. Усадьба не охраняется. Полностью она открыта для входа. Батарея древняя. Пожалуйста, еще одна дыра. О, смотрите, ребят. Вот мне всегда было любопытно, как это все выглядело, когда здесь жили люди. Яшкин кот. Еще одна дыра. А, мы обошли, Димон. Мы вон там были. Ну все, тогда пойдем обратно. Я тут не хочу идти. Что-то там сомнительная дырка. Лучше уж обратно вернуться. Ощущаешь что-нибудь, Димон? Нет, здесь сейчас нет. Ну, я тоже вроде комфортно себя чувствую. А, это даже не двери, это такие проемы в виде дверей. Прикольно. Прикинь, это стены такие толстые, Дим. Нет, двери здесь были. Подожди. Вы посмотрите, какие толстые стены. Двери были здесь. Да. Да. Отвыкаешь, конечно, от такого. Да, там ничего нет. Что? Что это такое? Вроде крепко. Угу. Здесь были какие-то обои. На самый верх? Ух ты, осталась люстра. Такая.
Блин, ничего себе тут бабочек. Так, ладно. Здесь какие-то леса стоят, но я думаю, что это чтобы укрепить потолки, чтобы они не обвалились. Ух ты, тут, конечно... Ух ты, здесь уже, Димон, как-то стрёмненько. Обои советские. Да. Я тоже обратил внимание. Здесь их очень много, ребят. Какая черная плесень. Тут поломаны леса. Выбитая дверь. Угу. Написано, здесь был я хуй. О, глянь, как символично. Слышь, Димон? Я говорю, как символично. Мы про Магадан сегодня разговаривали. Ничего себе. Написано Магадан. Так, здесь укреплен потолок везде. Лестница вниз. Но тут все. Да, Димон, ты видел? Ну-ка, наступи, я покажу ребятам. Какие полы. Ну, здесь стандарт. Интересно, где здесь, в какой тут комнате останавливался Пушкин? Знаешь, что на сам чердак не заходи. Охренеть, что это за фигня?
наверное, не получится. Получится, но там какой-то... Что это? Вообще что-то непонятное. Блин, ну залезем. Там просто пол прям такой очень опасный. Ну, высунуть можно посмотреть. Аккуратно. Ну, это бочка какая-то, скорее всего, для воды. Ну так, ничего особенного. Блин, может тут сеанс ИГФ запишем? Думаешь? Тут тихо. А что вот это? Вот это что за штука? Вот это? Да. Она здесь испокон веков. Не знаю. Это, наверное, знаешь что? Мы еще когда с Димой здесь были, она вот так и торчала. Может быть, это типа муку молоть? Ну, какая-то часть от этой. Ну, похоже, но может быть. Давай спускайся. Опасненько, ребят. Очень. Если вы знаете, что это за фигня, пишите комментарии. Что это такое может быть? Да, раньше порожки делали очень неудобные, конечно. Блин. Куда пойдем? А, да. Здесь будем на третьем этаже делать. Здесь тихо. Да, давай посмотрим тут комнату какую-нибудь. Обои. Я, кстати, согрелся, Димон. Да, так еще более-менее. А, мы обошли вокруг.
Ну, что думаешь? Я не могу понять. Там тоже дырка. Угу. Здесь у нас сквозняк. Я думаю, там, где окна заколочены. Какой-то скрип был. Мы собираем наш вандербокс. И сейчас мы запишем сеанс феномена электронного голоса. Мы хотим связаться с душами этого места. Нам может кто-нибудь ответить? Нам может кто-нибудь ответить? Хорошо. Кто с нами говорит? Назовите имя. Глеб. Скажите, пожалуйста, почему это место забросили и почему его не хотят реставрировать? В ответ. Скажите, в этом здании есть неупокоенные души? Давай-ка еще раз. Души, сущности, которые присутствуют здесь, рядом, вокруг нас. Если здесь кто-то есть, вы можете нам ответить на несколько вопросов? Подскажите нам, когда была построена эта усадьба?
Как давно она была построена? Сколько лет назад? Или в каком году? Подскажите нам, действительно ли здесь были знаменитые личности, такие как Пушкин, Толстой, сын Льва Толстого? Кто здесь? Подскажите ли нам, правда ли, что для взаимодействия душам и сущностям нужна энергия живых? Подскажите нам, сейчас рядом с нами и вокруг нас есть ли сущности, души, злые сущности или неупокоенные души? Есть ли здесь те сущности или души, которые хотят нам навредить? Есть. Подскажите, если такие есть, зачем, почему они хотят нам навредить? Красота. Это я. Когда сущность или душа общается с живым человеком, она видит его физическую оболочку или душу. Мне послышалось, женский голос тихо сказал «конечно». Правда ли, что душа – это энергия? Я тут просто. Правда ли, что если человек представит у себя в голове защиту, барьер вокруг себя, то он действительно будет защищать человека? Правда ли, что оберег, созданный человеком, будет его защищать от злых сущностей? Да, правда. Может ли обычный человек невооруженным взглядом видеть души сущности? Так, и все, ребят. Я аж прям, прикинь, меня аж начало в сон клонить. Да? Настолько Меня, вышли, меня да? прям так аж загипнотизировало, как будто бы. А, вот этот вот, да? Вот. Мгм. Всё может быть. Так, держи. Так, вы уже ответы услышали, ребят. Нам еще предстоит это все разобрать. Так, у нас еще на первом этаже стоит камера. Мы ее сейчас заберем. И, возможно, еще запишем тишину. Не, Димон. Бабочки сколько живут? Не знаю, даже врать не буду. Они очень мало живут, Димон. По идее. Так.
спускаемся. Угу. Здесь поднимаемся. Да, по-моему. Да, да, да. Да. Детские руки. Возможно, уже этот человек взрослый. Но ответы, кстати, были какие-то, Дима. Да, были и четкие, и не очень. Подожди, а мы вот здесь... Там, Димон, слева, там дом, прям окна горят. Вон там слева дом жилой. Слева. Выключи свет только. Мы когда стояли, там свет в окна горел. Да, все, вон там дом. Еще живет кто-то тут рядом прям. $5. Но я думаю, что лучше их не подбирать. Не будем оставить. Потому что, скорее всего, кто-то или просто выронил, или не просто. Так, друзья, все, мы сняли камеру. Посмотрим, что она зафиксировала. Но тут я обнаружил, смотрите, что. Диктофон. Я вот думаю, оставим его. Да. А где повесим? Или... В общем, хотим записать на него 5 минут тишины. В какой-то комнате. Давай вот в этой. Вот в этой.
хотите. Во. Пусть. Включил уже? Да. Сейчас, ребята, постоим 5 минут. Ну что, ребятки, Будем мы покидать это место. Мы сделали здесь все, что смогли. Если вам понравилось это место, пишите нам в комментариях, мы их читаем. И если будет у вас такое желание, мы сюда вернемся и проведем новые эксперименты. а пока что это была разминочка после большого отпуска. Вот капли, блин. Да. Такие колонны, конечно. Пойдем. Уже почему-то хочется уйти. Угоняет. Димон. А в этих домах ты был? Да, зашел, вот там ничего такого нет. Они пустые, короче, да? Дай-ка я Night Vision включу. Нифига не видно. А, тут написано, кстати. Травмоопасно. Объект законсервирован, проход запрещен, травмоопасно. Ну, то есть это они с себя снимают ответственность. То есть лазить, я так понял, можно. Но они предупреждают, что все это очень травмоопасно. Ну, в общем, ребятки, вот так вот обошли мы это здание. То есть вот здесь вот видно, что окна заколочены. Это так называемая консервация. Да, ну, залезть реально. Вот, в общем, как-то так, друзья. У организации, которая владеет этой усадьбой, как и администрация, местная администрация, дала срок до 2026 провести реконструкцию. Ну, конечно, реконструировать им придется там очень много. Так что я думаю, ребята, мы сюда все равно вернемся в какое-нибудь время, в какой-нибудь срок и проверим, действительно ли ведутся какие-то работы. Ну, кстати, вот местные жители говорят, могли бы тут музей какой-то открыть или еще что-то. Но, а с другой стороны, здесь же деревня. Кто сюда будет ездить, в этот музей? Ну, по музею же кто-то ездит все равно в других местах. Как люди приезжают. В эту арку когда-то заходил сын Толстого и Пушкин. Ну, может быть, еще кто-нибудь из известных, 100%.
Ну, кстати, ребят, был вопрос во время проведения ЕГЭ. Действительно ли были здесь эти личности? И вы уже услышали ответы, если они были. Угу. Все, вот машина прям рядышком наша. Спасибо вам всем, друзья, что вы так долго ждали. Спасибо, что остаетесь с нами. А мы будем продолжать снимать дальше. У нас, кстати, в загашнике еще есть интересные места, в которые мы обязательно поедем. И будем что-то придумывать новое. Сегодня 7-й ролик, напоминаю, который мы снимаем. Это была такая разминка. Мы будем думать, как нам сделать наш контент еще интереснее. Помните, друзья, что вы наш единственный стимул делать новые видео, ездить по новым локациям, совершать новые эксперименты. Спасибо вам за это. Спасибо, друзья, что вы с нами. На этом мы не прощаемся. Мы говорим вам До новых встреч. Пока. пока, друзья.